Всем привет! Я сегодня работаю поставкой для микрофона, а главное действующее лицо у нас будет Альберт Ташов. Алик у нас 10-кратный чемпион России по спортивному мячу, и он нам сегодня расскажет про метод подготовки спортсменов спортивного мяча, который сам придумал, называется ритмика. Давайте послушаем, ну а в конце я какие-нибудь свои комментарии оставлю. А пока внимательно слушаем. Давай, Олег, рассказывай. Всех приветствую. Спортмяч ритмика является тренировочным методом Федерации спортивного мяча. Она использует базовые принципы аэробики. Отличительной особенностью спортмяч ритмики от аэробики является двигательная база. Мы используем шаги и движения щитовым мячом, максимально приближенные к движениям во время боя по историческому средневековому бою или в поединке по спортивному мячу. И мы все делаем это под музыку. Все это делается под музыку, потому что в базовый принцип аэробики входит ритмичность. Ритмичность нам удобнее поддерживать, когда у нас есть музыка. Это довольно весело. Ну, чтобы было всем понятнее, есть такая дисциплина, ее один негр придумал, тайбо называется. Это движение из тайского бокса, просто ритмичный под музыку. У нас в спортивном мяче, в ИСБ есть шаги, есть движение руками, щитом, мячом, просто мячом. Вот. Мы объединяем все это в единую систему и отрабатываем под музыку. Можем сами, можем вместе с группой. Мы, конечно, вам что-то покажем. Базовой единицей, вот, условной единицей вот этого комплекса является что? Малый комплекс. Базовой единицей является шаг и действие щитовым мячом, из которых, как из кубиков лего, мы потом составляем комплексы. Вот. То есть набор шагов базовых, есть набор действий щитовым мячом, защиты, атаки, и мы объединяем это в малый комплекс. Малый комплекс. То есть это некая последовательность действий. Мы в соответствии со своими нуждами либо берем готовые, либо конструируем сами. Мы сейчас все вам покажем. И делается маленький комплекс. Малый комплекс – это несколько секунд буквально. Там, Это последовательность 3-5 движений. там 3 шага, 2 удара, грубо говоря, вот так. Это называется малый комплекс. Малый комплекс выполняется ритмично и циклично под музыку. Некое заданное время, после чего переходим к следующему. И из вот этих малых комплексов мы уже формируем большой комплекс, который является основной частью тренировки по ритмике. В тренировку также входит разминка. Как и во всех тренировках. Разминка, подготовительная часть, основная часть и заминка. То есть это полноценная тренировка от начала до конца. Я пользуюсь элементами ритмики, но я, конечно, предпочитаю не делать тренировку целиком, а вставляю кусками. Это не знаю, насколько правильно, но мне чуть-чуть помогает. Давайте разберем, шаги, посмотрим, как слепить. Посмотрим шаги, посмотрим, как сделать какой-то базовый комплекс из этого всего. И что? Сначала посмотрим на базовые шаги, которые используются в спортмяч ритмики. Потом посмотрим, какие движения щитом мячом базовые, опять же, можно на них наложить. То есть это конечный набор. В основном в твоей системе ограниченное количество шагов, ограниченное количество действий щитом мячом. Да, есть базовые, закончено. есть специальные, дополнительные. Специальные. Понятно. Хорошо, давайте посмотрим, потом комментируем еще. Самый первый шаг, который начинаем изучать, это марш, обычный марш. Щит-меч в изготовке. Сейчас мы посмотрим только базовые шаги. Зачем нам марш? Марш нужен для того, чтобы втянуться в ритм музыки, которая у нас будет во время тренировки, и подготовиться к выполнению дальнейших шагов. Следующий шаг у нас степ-тач или приставной шаг. Это приставной шаг вправо и влево. Другой шаг – кёрл или захлёст. Корпус держим прямо и выполняем обычный захлёст. Следующий по счету шаг – open step
За ним идет капоэра. Хорошо. Марш. Теперь мамба вперед-назад с правой ноги. Это обычные шаги вперед и назад. Как с правой ноги, так и с левой. Хорошо, марш. Также используем шаги knee-up. Коленочки поднимаем. V-step. Движение по треугольнику. V-step бывает вперед, когда мы двигаемся вперед, и V-step назад. А также V-step с разворотом. Хорошо, марш. Также используем шаг кик. Это шаг с ударом ногой. Хорошо, марш. Ну и на этом базовые шаги закончены. Ну а сейчас мы посмотрим базовые движения щитом и мячом, которые можно накладывать на базовые шаги. Рассмотрим на примере одного базового шага, это степ-тач, самый простой, на котором можно будет все это хорошо посмотреть. Марш, степ-тач. Теперь во время шага мы меняем защиты домик и шалашик. В такой последовательности или наоборот. Домик, шалашик. Продолжаем все с тем же шагом. Теперь выполняем движение шалашик и удар справа. А также домик и удар слева. И последнее базовое движение – это смена нижних клинковых защит. Марш. И остановились. Все эти базовые движения щитом и мячом можно накладывать на все базовые шаги, которые мы чуть ранее вам показали. Так, и первый малый комплекс. И он будет у нас состоять из open степа. Open степ выполняем. Open степ. Вот, отлично. Домик и удар слева. Захлёст. Хорошо. Затем у нас будет половинка капоэйры. И нижняя клинковая защита. Марш. Еще раз. Open, захлёст и половинка капоэйры. Марш. И к нему мы добавляем V-степ вперед. Приготовились. Начали. По завершении комплекса переходим на марш опять же. Еще раз покажем. Приготовились. Начали. Марш. Остановились. Данный самый простенький первый комплекс прежде всего направлен на отработку щитовым мячом защитных и атакующих действий. И второй комплекс, он будет направлен у нас на работу коленями и всем известный удар Супермен Панч. Начинаем также с марша. Марш. Будем использовать V-степ.
Хорошо. Затем мы выходим на удары коленями. Обычные и с проносом. И выход на Супермен панч. Хорошо. Давай еще раз, только с клинковой работой. Приготовились. Начали. Вистеп. Колени с разворотами. И Супермен панч. Вы увидели, из чего ритмика состоит. Вы посмотрели на элементы, посмотрели на малый комплекс, то есть вот связочку этих элементов. Теперь я пару слов скажу, с моей точки зрения, как это можно использовать, в чем преимущество и как я это использую. А я использую. Во-первых, вы могли видеть, что элементы не совсем те же самые, что вот фехтование, которому учу я. Ну и шаги тоже, в общем, различаются. Ничего в этом страшного нет. И если у вас есть какая-то уже традиция делать те же защиты немного по-другому, это все подойдет. Если вы не так сильно разносите руки, это тоже нормально. Например, при пятой защите, при квинте. Не суть важно. Важно, что вы делаете то, из чего состоит бой, то есть элементы, которые нужны в бою, вы делаете их ритмично под музыку. Пусть даже вы делаете что-то лишнее, что в бою никогда не будет. Но вот там удар коленом с проносом, он в бою не очень нужен. В доспехах имеется в виду. Он не экономичный и не очень полезный. Но для общего физического развития вот эти все, казалось бы, слишком амплитудные движения, они более полезны, чем вот куцы, экономные, то, что мы используем именно в фехтовании. Я беру... Меня Алик когда-то учил всем этим сложным штукам, я даже несколько комплексов выучил, но в итоге я взял самый простой. 3 шага вперед, прямой удар мечом, прямой удар щитом и удар ногой. И вот я там минут по 30, по 40 делаю на одну сторону, одной ногой ударил, на другую сторону, другой ногой ударил. В принципе, по большому счету, вот, мне что там нравится. Удар щитом с шагом, удар мечом с шагом и удар ногой прямой. В общем-то, хватает. Хорошо бы вот для себя я бы еще поделал комплексы с защитными действиями. Про преимущества. Во-первых, это занятие чисто на аэробику. То есть, если вы в своей тренировке включаете какие-то циклические аэробные действия, бег, плавание, велосипед, то ритмика прекрасно их заменит. Плюс вы выполняете действия, которые будете выполнять в бою. То есть вы качаете свою сердечно-сосудистую систему, привыкаете к аэробным нагрузкам и отрабатываете движения, закрепляете двигательные свои навыки, стереотипы какие-то. Главное, закреплять их правильно. Это все прекрасно масштабируется. Если у вас чуть-чуть поменьше времени, там не 40 минут есть, а там 35, можно какие-нибудь утяжелители себе маленькие, только маленькие, повесить на руки, на ноги. Если вы чувствуете, что тренировка выполняется легко и вы даже не запыхались, то наденьте бригантину, например, или ватные ноги, или возьмите меч потяжелее. То есть это все масштабируется в любую сторону. Если вам совсем тяжело, уменьшите темп. То есть, если вы толстый и некрасивый, значит делайте в полтемпа то же самое. Мне кажется, так тоже работает. Что еще можно сказать? Наверняка Алекс знает про всякие там промежутки пульса, в которых надо работать, про всякие платы, не плата. Но это уже детальная информация, мы, конечно, о ней сейчас говорить не будем. Первый ролик у нас ознакомительный. Чего еще? Для меня самое главное преимущество – это можно делать в гордом одиночестве.
приходишь в пустой зал, включил музычку, музычка тебя как-то бодрит, она тебе задает ритм, не дает схалявить, не дает сделать медленнее, чем надо. Вот, и ты сам потренировался, как бы все хорошо. Когда нет спарринг-партнера, вот лучше не придумаешь. Ну, давайте на этом закончим. Всем пока, ставьте лайк, вон там это все внизу, колокольчик тоже ставьте, поддерживайте канал. Алик, скажи пока. Всем до свидания. Все, пока. Мы обязательно увидимся. Следующий ролик у нас мы покажем комплекс целиком. Ну, тренировку от и до. Вы сможете повторить ее дома, если сумеете. Но это не так просто. Пока.